Многие из вас, наверное, думают, что они знают эту историю со школы и о чем тут еще рассказывать. Мы все слышали это миллион раз. О том, как один британский врач по имени Александр Флеминг, уходя в отпуск, забыл чашки Петри с культурой золотистого стафилококка на столе в своей лаборатории. А вернувшись, обнаружил, что они заросли зеленой плесенью, которая подавила стафилококк. Флеминг был наблюдательным человеком, и он сделал вывод, что в плесени должно быть содержится вещество, которое убивает бактерии. Поскольку научное название этой плесени пенициллум, то он назвал это вещество пенициллин. И так появился первый антибиотик, первое волшебное лекарство, лечащее болезни, от которых люди раньше умирали налево и направо. Все? Можем расходиться, тема закрыта. Не спешите выключать телевизоры, потому что вся эта история была не такой простой и однозначной. Открытие пенициллина, точнее осознание его возможностей и внедрение в медицину, заняло 15 лет. Между тем, ранним утром 28 сентября 1928 года, когда Флеминг посмотрел на чашку, покрытую плесенью, и сказал свою знаменитую фразу «О, как интересно!», и тем моментом, когда было начато массовое промышленное производство пенициллина в 1943-м, прошло 1,5 десятилетия напряженной работы, поисков, трагедий, поражений и побед и военного шпионажа. Об этом мой сегодняшний рассказ. Во-первых, есть люди, которые считают, что Флемингу просто тупо повезло. Не то чтобы он нарочно посадил зеленую плесень на чашке со стафилококком. Нет, она попала туда случайно и сама. Открытие просто влетело к нему в форточку. Но другие люди справедливо возражают, что плесень растет на кухне у многих, но далеко не все получают по результатам Нобелевскую премию. Или, как говорится в популярном анекдоте, таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, просто он ее не понял. У Флеминга хватило ума, чтобы сделать выводы из обнаруженного феномена и начать его прицельное исследование. На деле же в этой истории, с одной стороны, было гораздо больше элементов случайности, чем мы привыкли думать, а с другой стороны, в ней было также больше элемента научной интуиции и настойчивости, которые не позволили этим случайностям пройти мимо. Потому что нам всем крупно повезло, что у нас сейчас есть антибиотики. Точнее, нам повезло несколько раз подряд. Давайте, пожалуй, начнем с Флеминга. Он был сыном шотландского фермера. Семья была небогатая, но его родители сделали все, чтобы их дети смогли выбиться в люди. Старший брат Александра, Том, стал окулистом в Лондоне. В 13 лет Александр переехал к нему, чтобы продолжить образование в Королевской политехнической школе. Одновременно он работал курьером на доставке, то есть студенческая жизнь за последние 100 лет не слишком изменилась. Но когда Флемингу было 20 лет, его финансовое положение внезапно улучшилось. Умер его дядя и оставил ему наследство. В отличие от Онегина, Флеминг потратил эти деньги не на балы и фраки, а на обучение в медицинской школе при больнице Сент-Мэри в Лондоне. В 1906 году он получил степень бакалавра медицины с отличием, после чего стал помощником бактериолога сэра Алмрата Райта, пионера в области иммунологии, изобретателя вакцинации против брюшного тифа. В течение всей Первой мировой войны доктор Флеминг служил во фронтовом госпитале на Западном фронте. И его опыт лечения раненых глубоко повлияет на направление его дальнейших научных исследований. На фронте он стал свидетелем смерти многих раненых от сепсиса. Он также заметил, что антисептики, которые в то время использовались для лечения инфицированных ран, часто только ухудшали состояние больных. Дело в том, что антисептики
имеют свойство, грубо говоря, убивать все вокруг. Антисептики хорошо работали на поверхности кожи, но в глубоких ранах анаэробные бактерии отлично сохранялись, а антисептики вместо них убивали лейкоциты пациента, которые должны были бы его защищать от микробов. Вернувшись после демобилизации в госпиталь Сент-Мэри, Флеминг занялся исследованиями антибактериальных веществ. По воспоминаниям его коллег, Флеминг никогда не был большим аккуратистом в лаборатории. У него в чашках Петри периодически росла какая-то случайная гадость. Но Флеминг относился к этому с энтузиазмом. Неожиданности, которые ему подбрасывала природа, он считал поводом для совершения открытий. К примеру, в конце 1921 года он обнаружил, что одна из пластин с агаром в лаборатории была загрязнена бактериями из воздуха. То есть, да, это было не в первый раз. Флеминг в те дни болел простудой, и он, недолго думая, намазал на эту зараженную же пластину выделение из собственного носа. И через несколько дней с удовлетворением заметил, что вокруг его соплей образовался чистый прозрачный круг 1 сантиметр в диаметре, где все бактерии погибли. Флеминг расширил свои эксперименты, используя на этот раз слезы, которые были предоставлены его коллегами. Вся лаборатория целый месяц брызгала в глаза лимоном, и лаборанты получали по 3 пенса за каждый взнос слезами. Выяснилось, что в слезах тоже есть какой-то агент, подавляющий рост некоторых бактерий. Далее Флеминг проэкспериментировал с мокротой, кровью, спермой, жидкостью из кисты яичника, гноем и яичным белком. И показал, что бактерицидный агент присутствовал во всех этих образцах. Он назвал его лизоцим. Это еще не антибиотик. То есть обратите внимание, что идея о том, что бактерии можно убивать какими-то веществами, выделяемыми из других живых существ, была в поле внимания Флеминга. Мир ждал появления антибиотиков. Это открытие не будет сделано на пустом месте и с нуля. А тогда Флеминг выяснил, что лизоцим был эффективен только против небольшого количества безвредных бактерий и, следовательно, не имел медицинского потенциала. Только к концу 20 века иммунологи осознали истинную важность открытия Флеминга, поскольку лизоцим стал первым обнаруженным антимикробным белком, составляющим часть нашего врожденного иммунитета. Иногда находишь то, чего не ищешь. Когда я проснулся на рассвете 28 сентября 1928 года, я, конечно, не планировал произвести революцию во всей медицине. Но, полагаю, именно это я и сделал, скажет потом он. С 1927 года Флеминг исследовал свойства стафилококков. Его особенно интересовало разнообразие штаммов золотистого стафилококка и их специфические свойства. То есть в 1928 году, когда произошла знаменательная халатность, его лаборатория была по обыкновению заставлена чашками Петри с разнообразными штаммами золотистого стафилококка, которые он пытался убивать разными средствами. Так вот, в середине августа 28-го Флеминг ушел в отпуск. И перед отъездом он собрал свои чашки со стафилококком и поставил их в угол, чтобы освободить место на столе своему аспиранту. По возвращении 3 сентября Флеминг обнаружил, что с одной из чашек слетела крышка, и поверхность была заражена грибком. Банальной зеленой плесенью, которая растет повсюду, начиная с сыра рокфор и кончая забытой коркой хлеба в вашей хлебнице. Он также с интересом заметил, что колонии стафилококков, непосредственно окружающие грибок, были уничтожены, тогда как другие колонии, расположенные дальше, выглядели нормально. И тогда он произнес свое историческое «That's funny». Он идентифицировал плесень как принадлежащую к роду пенициллу.
Откуда плесень взялась в его лаборатории, никто не знает. Скорее всего, ее занесли из другой лаборатории, находившейся этажом ниже, где работали с разного типа плесенью. Флеминг вырастил эту интересную плесень в чистой среде и обнаружил, что полученный бульон оказался просто проклятием для многих популярных и опасных патогенов. Он писал: хороший образец полностью уничтожает стафилококков, стрептококков и пневмококков, даже при разведении 1 к 800. Он является более мощным ингибиторным агентом, чем карболовая кислота, и может быть применен к зараженным поверхностям и в неразбавленном состоянии, не вызывая раздражения и интоксикации. Даже при разведении 800 раз он обладает более сильным действием, чем другие антисептики. После нескольких месяцев именования его соком плесени, он, наконец, дал этому чудесному веществу название – пенициллин. Флеминг не был химиком, поэтому он был не в состоянии извлечь и очистить активное вещество из своего бульона. В результате он начал использовать бульон из плесени просто как лабораторный инструмент, когда нужно подавить рост одних бактерий для выращивания других. После многократного тестирования он обнаружил, что пенициллин может убивать только определенные бактерии. Например, стафилококки, стрептококки и дифтерийная палочка умирали как подкошенные. Но тифозная бактерия и бактерия, которая тогда считалась возбудителем гриппа, бацилла пфайфера, его игнорировали. И Флеминг начал добавлять пенициллин в чашки с бациллами пфайфера, чтобы дать им возможность спокойно расти. И именно в этом ключе пенициллин был впервые представлен научному сообществу как лекарство, спасающее бациллу гриппа от другой заразы, так сказать. Он написал по этому поводу статью и сделал доклад. Но это не произвело никакого впечатления на научное сообщество. К тому моменту интерес к бацилле пфайфера серьезно увял. Появились серьезные сомнения, что этот патоген вообще вызывает грипп. Про вирусы тогда еще точно не знали, но предполагали их существование довольно уверенно. Соответственно, все исследования бациллы инфлюенции отошли на задний план. Абсолютно не помогло еще и то, что людям не удавалось воспроизвести результат Флеминга. Дело в том, что для возникновения эффекта, который наблюдал Флеминг, плесень должна была попасть на чашку и начать размножаться до того, как туда попал стафилококк. Потому что пенициллин вредит бактериям только в момент их размножения, а против уже взрослых особей он неэффективен. Как вы понимаете, вероятность того, что в биохимической лаборатории будут чистые чашки, уже заранее зараженные плесенью, крайне невелика. Кроме того, по еще одной счастливой случайности, температура в лаборатории Флеминга в том августе была оптимальной сначала для роста плесени, то есть ниже плюс 20 градусов Цельсия, после чего резко потеплело, и температура стала идеальной для роста бактерий, плюс 25. Если бы Флеминг не оставил чашки на своем лабораторном столе, а поместил бы их в инкубатор, в тепло, то даже при наличии спор в чашке плесень бы не разрослась. Но он уезжал на 2 недели и сунул их в темный прохладный угол. Повторить результат Флеминга удалось только в 60-х годах и с огромным трудом, уже после того, как люди узнали, что пенициллин воздействует на бактерии только на начальных стадиях их деления и роста. Первые попытки лечить пенициллином инфекции у людей тоже не были впечатляющими. В 1929 году Флеминг попытался лечить им синусит у своего аспиранта Стюарта Кредока, но никакого эффекта не заметил. Вероятно, потому что инфекция была вызвана как раз бациллой инфлюенции, невосприимчивой к пенициллину. В начале 30-х доктор Пейн из Королевской больницы в Шеффилде попытался лечить им кожную инфекцию пациента, но безуспешно. Вероятно, потому что препарат не проникал достаточно глубоко в кожу. Ему, впрочем, удалось вылечить пенициллином 3 детей и 1 шахтера, страдавшими глазными инфекциями.
но он не опубликовал своих наблюдений. В результате к концу 30-х годов пенициллин был практически забыт. А потом началась война. Моя бабушка всю жизнь работала медсестрой, и в годы Отечественной войны она, соответственно, была на фронте. И она рассказывала, что для предотвращения инфекций они использовали красный стрептоцит. Первый сульфаниламид – краситель, убивавший микробы. В 30-е годы сульфаниламиды, эти предвестники антибиотиков, произвели фурор в медицине. Вообще это вопрос языковых конвенций. Называть ли сульфаниламиды антибиотиками? Некоторые люди считают, что сульфаниламиды были первыми антибиотиками, другие считают их предшественниками антибиотиков. Но в любом случае они убивали бактерии. К сожалению, далеко не всем. К примеру, стрептоцит слабо действовал на золотистый стафилококк, ответственный за кошмарное количество разнообразных и распространенных инфекционных заболеваний, начиная с кожных нарывов и кончая сепсисом от зараженных ран. Поэтому с началом войны огромные исследовательские силы были брошены на поиски новых лекарств, способных бороться с острыми бактериальными инфекциями. И на этом фоне Оксфордская группа исследователей в составе Эдварда Абрахама, Ховарда Флори, Эрнста Чейна, Нормана Хитти и Маргарет Дженнингс отряхнули пыль с полузабытой статьи Флеминга и образца его пресловутой плесени, которую он передал в их лабораторию еще в 30-м году. Оксфордской группе пришлось решить несколько, казалось бы, неразрешимых задач по выделению чистого пенициллина из сока плесени. Они фильтровали жидкость через парашютный шелк, подвергали нескольким химическим превращениям и потом сублимировали, вымораживая воду. Наконец, им удалось получить сухой коричневый порошок, чистый пенициллин, который можно уже было использовать как лекарство. При тестировании полученного вещества оксфордцы обнаружили, что оно эффективно против бактерий даже при концентрации 1 часть на миллион. Пенициллин был, по крайней мере, в 20 раз активнее самого сильного сульфаниламида. Его испробовали против гонококка, менингококка, стрептококка, стафилококка, бактерий сибирской язвы, столбнячной палочки и бактерий гангрены. Против всего этого пенициллин работал отлично. Кроме того, Маргарет Дженнингс заметила, что пенициллин не оказывал никакого влияния на лейкоциты и, следовательно, не препятствовал естественной защите организма от бактерий. Пенициллин не был ни ферментом, который разрушал бактерии, ни антисептиком, который убивал их. Скорее, это было химическое вещество, которое мешало процессу размножения бактерий. К марту 1940 года оксфордская команда начала тестирование пенициллина на токсичность. В течение следующих 2 месяцев Флори и Дженнингс провели серию экспериментов на крысах, мышах, кроликах и кошках и не нашли никаких признаков токсичности. Если бы они тогда провели испытания на морских свинках, история пенициллина на этом бы и закончилась, поскольку пенициллин токсичен для морских свинок. То есть нам повезло уже в 4-й, если не ошибаюсь, раз. Оксфордская группа опубликовала свои результаты в журнале Lancet от 24 августа 1940 года. Когда Флеминг увидел их статью, он позвонил Говарду Флори, руководителю группы, и заявил, что он приедет к ним в ближайшие дни. Когда Чейн услышал, что приезжает сам Флеминг, он воскликнул: «Господи, я думал, он уже умер». Тяжело жить без интернета. В январе 1942 года Флори решил, что пришло время провести серию клинических испытаний на людях. На тот момент во всем мире количество доступного пенициллина исчислялось чайными ложками. На тестирование нового лекарства отправляли пациентов, которые находились на грани смерти, у которых не было другого шанса. Бывало, что Флори и его группа видели, что у пациента начинается улучшение, и в этот момент пенициллин заканчивался. Им приходилось собирать мочу больного,
выделять оттуда пенициллин и по новой колоть тому же самому умирающему от сепсиса человеку. Неудивительно, что среди первых пациентов выжили далеко не все, но некоторые выкарабкались. И поскольку это были люди, на которых уже поставили крест, это произвело впечатление. Тем не менее, когда оксфордская команда попыталась убедить разоренное войной британское правительство и частные компании начать массовое производство пенициллина, никто не бросился к ним с распростертыми объятиями. В результате первой страной, начавшей производить пенициллин в больших масштабах, стали США. Договорившись с заокеанскими коллегами, Флори и Хитли вылетели в Соединенные Штаты 27 июня 1941 года. Беспокоясь, что образцы плесени в пробирках пропадут, они намазали карманы своих пальто плесенью. Американец Эндрю Мойер начал работать над пенициллином совместно с Хитли. Мойер придумал добавить в питательную среду пенициллина кукурузный экстракт, побочный продукт кукурузной промышленности. Английская плесень оказалась в восторге от американского корма. Это увеличило выход пенициллина в 10 раз. Между тем, исследователи из Института Карнеги в Вашингтоне подвергли один из штаммов грибка пенициллум рентгеновскому облучению, чтобы получить мутантный штамм, который производил 300 мг пенициллина на литр плесени, в 2 раза больше, чем исходник. До мая 1943 года почти весь пенициллин выращивался в мелких емкостях, весь грибок рос на поверхности, что ужасно неэффективно в смысле объемов и использования пространства. В игру вступает наверняка известная вам компания Pfizer. Pfizer была тогда небольшой химической корпорацией в Бруклине, которая специализировалась на производстве лимонной кислоты для Кока-Колы. Чтобы увеличивать производительность, Pfizer разработал метод преобразования патоки в лимонную кислоту путем ее ферментации в большом глубоком резервуаре. И они начали использовать эту технологию для выращивания пенициллина. В августе 1943-го Pfizer начал производить пенициллин в глубоких чанах с аэрацией, размешиванием и точным слежением за температурой. Новые штаммы, новая питательная среда и эта технология колоссально увеличили выход продукта. Благодаря этому к июню 1944 года войска союзников, высадившиеся в Нормандии, были обеспечены 2 миллионами доз пенициллина. Между тем, в 1943-м 3 флакона пенициллина были захвачены войсками Рейха в Северной Африке и переправлены в Германию, где несколько немецких исследователей начали проводить с ним эксперименты. В июле 1944-го пенициллином уже лечили Гитлера после неудачного покушения. Копия немецкого обзора работы Оксфордской группы была приобретена японским посольством в Берлине и тайно доставлена в Японию на подводной лодке. Статья была переведена на японский язык, и производство пенициллина было начато в Японии. К 1948 году Япония стала 3-й страной после США и Великобритании, которая стала производить достаточно пенициллина для внутренних нужд. Что же касается Советского Союза, то разговоры о том, что якобы СССР самостоятельно, независимо от англичан и американцев, еще в 1942 году придумал свой собственный советский пенициллин, это, мягко говоря, преувеличение. Я дам внизу статью, которая рисует более правдоподобную картину. В Советском Союзе к концу войны действительно начали производить свой пенициллин, но в абсолютно недостаточном объеме. Поскольку сама идея пенициллина, научной концепции, была общим достоянием, любой теоретически мог узнать, как его делать. Вся эта компания, кстати, которая разработала пенициллин и получила Нобелевскую премию, они ведь отказались от патентования пенициллина, решив, что это неэтично, что пенициллин должен принадлежать всему миру. Но в то же время технологические подробности промышленного производства пенициллина были запатентованы и держались в абсолютном секрете.
Когда Флеминг узнал, что технологии производства пенициллина запатентованы, он был в ярости. Так что Советский Союз в конце войны все еще импортировал большое количество американского пенициллина. В последний год войны пенициллин уже довольно широко использовался во фронтовых госпиталях. Газовая гангрена, которая убила 150 из каждой 1000 жертв Первой мировой, почти полностью исчезла. Открытые переломы теперь имели показатель выздоровления более 94%, а выздоровление от ожогов 1/5 части тела составило 100%. 25 октября 1945 года было объявлено, что Флеминг, Флори и Чейн разделили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие пенициллина и его лечебного эффекта при различных инфекционных заболеваниях. Дороти Ходжкин определит его химическую структуру, за что она получит Нобелевскую премию по химии в 1964 году. Это открытие привело к разработке полусинтетических пенициллинов, которые были более мощными и эффективными против более широкого спектра бактерий. Еще в своей Нобелевской лекции Флеминг предупреждал о возможности возникновения устойчивости микробов к пенициллину. Может наступить время, когда пенициллин сможет купить любой в магазине. Тогда есть опасность, что невежественный человек может легко недолечиться и, подвергая свои микробы нелетальным количеством препарата, сделать их устойчивыми. Как в воду глядел. Все классы микробов могут вырабатывать устойчивость от медикаментов до такой степени, что препараты, используемые для борьбы с ними, перестают быть эффективными. Изначально пенициллин был исключительно эффективен против золотистого стафилококка, но к 1942 году некоторые его штаммы уже перестали реагировать на пенициллин, и многие штаммы стали устойчивыми к 1960 годам. Такая устойчивость к антибиотикам возникает случайно, посредством мутаций или с помощью так называемого горизонтального переноса генов, процесса, в котором бактерии просто передают генетический материал другой бактерии не по наследству, просто рядом стояли и обменялись генетическим материалом. Да, бактерии это могут. Но чрезмерное и ненадлежащее применение антибиотиков людьми ускоряет развитие этой проблемы путем естественного отбора. Смотрите, когда вы болеете и принимаете антибиотики, первыми умирают те бактерии, которые более восприимчивы к антибиотику, а те, что покрепче, держатся дольше. Если вы в какой-то момент почувствовали себя лучше и бросили принимать антибиотик до того, как закончился курс, вы оставили в живых самую крепкую и устойчивую к антибиотику часть ваших бактерий. Возможно, что вы после этого выздоровеете, ваш иммунитет справится. Но вы пошли и передали эти устойчивые бактерии другому человеку. И так бактерии постоянно эволюционируют в сторону большей устойчивости к антибиотикам. В результате, по оценкам, от 700 тысяч до нескольких миллионов человек ежегодно умирают от инфекций, которые уже антибиотиками не лечатся. Эта проблема уже приобрела глобальный масштаб. То же самое, когда вы пытаетесь лечить антибиотиками болезни, которые в принципе ими не лечатся, потому что это вирусные болезни, грипп, к примеру. Гриппу на антибиотики чихать. Но у вас в организме постоянно живут какие-то патогенные бактерии, просто вы их не замечаете, потому что ваш иммунитет с ними справляется. Но если вы начнете регулярно проводить среди них искусственный отбор, убивая слабых и оставляя самых сильных, в какой-то момент вы обнаружите, что вырастили в себе поколение бактерий, которым уже плевать на любые антибиотики. Это серьезная и опасная проблема. Поэтому мораль моей сегодняшней лекции не только будьте любознательными, не сдавайтесь, наткнувшись на препятствия, стремитесь к международному научному сотрудничеству, но и не занимайтесь самолечением и заканчивайте прописанный врачом курс лекарств. Здоровья вам, всего доброго и до новых встреч!
Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы. И на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.